В общем, все-таки ты считаешь, что он был достоин смерти? Да. Я бы сам его убил. Обоснуй. Он хач, он шавка. В смысле он хач? Здравствуй. Он не рус был. Здрасте. Здравствуйте. Мария, все в порядке? Все отлично. Он хач. Ну что такое хач? Не рус. Ну, Черножопый. Хач, во-первых, есть такое имя, во-вторых, хач по-армянски это крест. Не русский. Но не русский. Черножопый. Ну. Таджика, по-моему, был. И? Это все объясняет. Друзья, давайте начнем. Я очень рада, что вы дошли до этого момента, что мы здесь все собрались. Сегодня у нас первое занятие проекта, театрального проекта «Вместе». Это проект, в котором 20 ребят, сейчас их меньше, которые соберутся для того, чтобы сделать спектакль документальный о том, как они живут в этом городе, что происходит в этом городе. Я надеюсь, что это будет хорошо. Премьера состоится прямо на этой сцене, где мы сидим. И я думаю, что это очень символично, что мы здесь начинаем, и здесь же у нас будет премьера. Я уже года 3 думала о проекте социального театра. Я хотела сделать междисциплинарный проект на стыке театра и социальной жизни. Я хочу узнать у них, как нам вместе жить, когда вокруг какие-то происходят убийства на национальной почве, и как нам рассказывали ребята, кого-то там у них в школе бьют из-за того, что он другой национальности. Вот я хочу их спросить, как нам это решить. Что мы, такие хорошие, замечательные, можем вместе сделать, чтобы этого не было. Ну, я уже несколько раз думала, не поехать ли куда-нибудь длительно учиться, не переселиться ли куда-нибудь в Европу. Тут я поняла, что я вообще на самом деле никуда не хочу уезжать. Но есть одна проблема. Я живу в Петербурге, я его очень люблю, но мой Петербург находится в Европе. А Петербург большинства жителей этого города, как мне кажется, возможно, находится где-то в другом месте. Вообще, когда люди не хотят идти на диалог и не хотят общаться, с этим сделать ничего нельзя. Но я очень надеюсь, что такого не произойдет, такого, что с нами не захотят общаться. Мы должны как-то найти общий язык в любом случае. А сейчас у меня есть предложение. Кто хочет первый попробовать сегодня, сейчас взять видеокамеру. Осторожно, это моя видеокамера. И что-то такое снять, может быть, взять у кого-то интервью, может быть, поговорить с кем-то, может быть, просто поснимать, что-то происходит. Пока в свободном режиме, все, что вам кажется интересно. Кто хочет попробовать? Мы можем уйти за ширму. Здесь нормально, я думаю, будет. Давай не очень близко, ладно? На расстоянии. Чтобы было видно меня вот так. Нет, тут именно я хотел, чтобы близко было. Не, я близко не люблю. Тебя зовут Оксана. Именно так. Ты родилась здесь, в Петербурге? Да, я родилась в Санкт-Петербурге. Твои родители из Санкт-Петербурга? Да, мои родители из Санкт-Петербурга. Кто ты по национальности? Русская. Гурген, представься, пожалуйста, буквально в 2 словах. Я Гурген Сагаян. У меня фамилия кончается на Ян. Я армянин. Вот. И я 9-классник. И участвую в проекте «Вместе».
Можно спросить, а почему твои родители решили переехать в Россию? Ну, в Армении там дела были плохи, и пора было уже... нужны были деньги, у нас многодетная семья, 4 ребенка. Вот, нужно было много денег, и поэтому надо было переезжать, искать новые места. А в России более высокооплачиваемая работа, больше возможностей. Отец приехал, но потом после него. Понятно. Так, привет, Саша, как тебя зовут? Привет, Гоша, меня зовут Саша. Какая ты по национальности? Какая я по национальности? Я считаю, что я космополит. Космополит. Что такое космополит? То есть я гражданин целого мира, потому что я не считаю, что я принадлежу какой-то отдельной стране или отдельной, может, английском, какой-нибудь отдельной нации. Это просто я. Я, честно, нетерпим к кавказцам, к лицам кавказской национальности. Толерантно говорить, не славянской национальности, к некоторым азиатам. Нетолерантно отношусь, не знаю. Я не понимаю, откуда во мне эта ненависть, но просто она как-то... Я себя, честно, еще не причислял никакой национальности. Я не могу сказать, что я славянский парень какой-то. Я не могу сказать, что я чистый башкир. Но я верю, что в будущем у нас как-то город изменится, и у нас изменятся люди, которые живут в этом городе. У нас станет меньше хамов, меньше зла, меньше ненависти, и все будет очень хорошо. Задание будет следующее. Вообще приготовьтесь к тому, что мы с вами будем делать много этюдов. Да, что такое этюд слово? Понятно? Нет, рассказываю. Значит, рассказываю. Этюд. Да, это небольшая, скажем так, вообще основное понятие для этого слова – это проба. Да, проба. Я пробую что-то, да, на площадке, на сцене, где-то. Да? Этюд нужно сочинить. Да? То есть это маленькая история, маленькая, крошечная, небольшая. Да? Значит, на тему. Темы будут разными, да, в контексте нашего с вами проекта и нашего с вами будущего спектакля. Я еврей. Ты что, хитрый? Ты скрываешься? Нет, я еврей. А у вас еще шапки такие есть, да? Вы их носите зачем? На мне сейчас нет шапки. Я знаю, что евреи носят. Ты же еврей? Да, но это часть нашей религии. Шапки носят не все евреи. А зачем вы их носите? Так сказал Всевышний. Вы верите вообще в Иисуса? Нет. Это был еврей, но это не... Окей. Кем он был? Просто человек. Дарина, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас возник реальный интерес к тому, что сейчас кричал Вей? Просто, я сказала, у нас вообще никакого плана не было, мы придумали план, когда сели. Вот. Он говорит, что мы будем делать? Я говорю, я тебе буду задавать стереотипы, то, как я на самом деле думаю, что я хотела бы на самом деле спросить. А ты будешь отвечать мне своей правдой. Так. Гениально, молодцы. Молодцы. Давайте ответим на вопрос. Что такое быть армянином? Что это такое? Как русские, только другой национальности. Обычные люди. Все... Конечно, обычные люди. А что отличает нас? Что отличает национальность? В чем разница национальности? Просто для тебя, что это такое? Что нас отличает, скажем так, кардинально? Чего есть у нас, чего нет у вас, или наоборот? Не знаю, что там. Что здесь спокойно, возможности больше. Что такое русский человек? Что такое быть русским? Ваша компания придумывает эту историю. Что такое быть русским? И что такое быть русским придумываете вы? Ваня вчера так напился, столько водочки, столько русские, с огурчиком. И медведи. Обязательно должны ходить медведи и медведи. Во время года зима. Кто-то парился, выходит, обливается и там прыгает. Ладно, давайте вот этот уголочек покупать. Подожди, даже я не договорила. Ой, прости. Можно просто встать и перечислять русских писателей и так далее. А что, кстати, люди? Любят свой город, как бы не хотят, чтобы другие жили же. Такое же есть. Нет, есть такое. Что?
Чтобы не хотели, Чтобы чтобы не другие- хотят, чтобы другие жили в этом городе. Расизм? Так, мы тут философские разговоры ведем или что? Давайте придумаем, что мы Можно делаем. сделать по рассказу Андреева «Баргамот и Гораськас». Не читали? Мы же русские любим свой город, культуру всякое, да? Давайте, ну, типа, как по улице идем, там спрашиваем, типа, ты читал Брежнева или Пушкина или еще что-то? Брежнева. Нет, ну это вообще... Самое важное во всем этом — это, собственно, ребята и их возраст. Вот. Кроме того, что тема такая спорная и неоднозначная, для меня тоже. Вот. Но возраст, собственно, людей, которые, как ты сама сказала, будут жить за нами. Что их волнует, как они себе это представляют, как они к этому относятся. Они же будут формировать эту жизнь дальше. Поэтому это очень интересно. Привет всем, кто смотрит это. Меня зовут Михак, и это мой видеодневник. Вот я сейчас направляюсь на автобусную остановку, чтобы поехать на занятия. Вот, мне очень нравится то, что мы делаем с ребятами, очень круто. Смеемся всегда. Вот, и мне все очень нравится. Вот только не понравилось то, что Маша все время, ну не все время, вот в этот раз, ну с девушками начинала конфликт, всякое такое. А так все просто супер, отлично. Мы шли сегодня с Ирней и с Веней, домой возвращались. И, я не знаю, болтали о чем-то. И тут Веня говорит, что... Я даже не знаю, зачем он это сказал, я не помню. Но сказал, что он еврей, а я буддист. Я вот шла и думала, вот ведь как. Мы как бы идем обычно такой компанией, а на самом деле идут таких 3 представителя абсолютно разных вообще вер. К чему они, кстати, к чему Веня сказал-то о том, что он еврей, а я буддист. О том, что они ехали в метро как раз вдвоем, ну, без меня об этом разговаривали. И тут, значит, бабушка какая-то услышала их и начала благословлять. Боже мой, да как же это? Как же вы, мальчики, вообще, несчастные мальчики, вот буддисты, евреи, да разве ж так можно? Да вот давайте я вас благословлю, будьте вы христианами, будьте там, я не знаю, православными, все. А то как же вы живете-то так? Я, конечно, слушала и смеялась. И было так смешно. Это же круто, то, что они еврей-буддист. Это же так классно. Блин, это просто классно. Такая же вот ситуация была на тренировке у Дмитрия Юрьевича. Да, там, короче, есть же вахтерша. Слышь, там есть вахтерша, короче. Ну, мы занимаемся, он показывает нам один прием, и мы стоим, смотрим. И подходит такая вахтерша, так робко спрашивает: извините, пожалуйста, типа, там к вам пришли 2 человека. И такая указывает на меня, вот похожих на него. Он такой, я посмеялся. Тренер проходит и говорит, типа, ой, я говорю, ну и кто там был? Он говорит, ой, ну че, калмык от узбека не отличу, что ли? Ну, узбеки какие-то пришли, тут заниматься хотят. Нет, кстати, совершила недавно ситуация, перед Новым годом шла по проспекту Просвещения, и шли парни, таджики, и откидывали меня очистками от мандаринки. Я так повернулась, говорю, ребят, вы что, вообще, что ли, вообще в себе? Они мне такие говорят, что ты там начали на меня своим таким обезьянем. Я говорю, ребят, я говорю, вы приезжие, я говорю, вы бы хоть имели вообще уважение какое-то к людям вообще, которые как бы здешние. Я говорю, вы вообще ведете, мы русские. Я говорю, ты такая, что? Вы русские? Я говорю, да ладно, а я тогда кто, по-вашему? Я к чему веду то, что вот, мне кажется, в будущем вообще будет вот такое, то, что их будет вообще столько здесь, просто что вообще, мама, не горюй. И они все будут русскими. Нет, в принципе, я не против. Ради бога, хоть не знаю, хоть все сюда есть.
Ну, в принципе, это не от меня зависит, но как бы... Нет, просто это надо уважать, наверное, людей-то, как бы. Вы же не одни, как бы, здесь живете. Тем более в чужую страну, как бы, приехали. Хотите жить, живите, ради бога. Но просто как-то надо себя вести нормально. Вот и все. Мы первые несколько занятий будем заниматься дыханием и звучанием именно на уровне каких-то звуков, а только через какое-то определенное время мы уже будем переходить на слова. Поэтому, чтобы наше дыхание пришло в норму, мы побегаем. Побежали. Попробуем словить общий ритм. Вот я хлопаю, старайтесь бежать на хлопки. Старайтесь почувствовать, что ваше тело расслаблено. То есть ваши плечи расслаблены, ваша шея расслаблена. Шире, шире по самому. Вот для меня здесь интересен в первую очередь этот именно некий эксперимент. Именно некий поиск новой театральности. И самая основная задача, которая здесь, вот я вижу, которую я пытаюсь опробовать, это десакрализация пространства, десакрализация сцены. Когда зритель, он понимает, что сцена — это не алтарь, а что сцена — это пространство, куда он может выйти и быть наравне с остальными, с теми, кто туда выходил раньше. Документальный театр чем отличается, да, от обыкновенного? То, что в основе него лежит реальная история реальных людей. Если мы хотим с вами сделать пьесу, там, скажем, о восьмиклассниках, к примеру, да, вот, если мы будем делать ее документально, мы пойдем в школу, как вот, собственно, мы делали сериал «Школа». Записывая все это на диктофон, вы потом все это расшифровываете и, не обрабатывая это писательски, то есть не пропуская через призму своего восприятия. Нравятся вам эти люди, не нравятся вам эти люди, нравится вам то, что они говорят, не нравится, там, кажется оно вам правильным или нет, это уже дело десятое. Вы делаете пьесу о них, соответственно, они в ней главные, не вы. Вот. В 9 случаях из 10 человек о себе настоящем даже вообще ничего не знает и думает, что он такой, какой он про себя думает, и как он про себя надумал всю жизнь. Он вам именно это будет рассказывать. Он будет подсознательно стараться вам понравиться. Вы все это, вот через все должны продраться, на самом деле, вот к личности вот именно этого человека. Антон, привет. Ты вешался? Здрасте. Привет. Здрасте, Павел Валерьевич. Привет. Ты наш учитель истории. Хочу передать привет маме в далекий город Тихвин. Мама, привет. Павел Валерьевич, как вы относитесь к националистам? В данный момент никак. А почему вы не отвечаете на вопрос, как вы относитесь к националистам? Ну, как сказать, вживую ни разу не встречал ни одного. Попов. Попов националист? Вообще-то да, вы не знали? Попов, он ребенок, понимаешь, пока еще. Поэтому называть его националистом как-то... Какой он националист еще ребенок? Вот. Смотри. Дарине лучший друг. Это он так собаку гуляет. Да. Ну, что я могу сказать о Попове? У него там отколоты 2 кусочка передних зубов, что еще больше придает ему угрожающий вид. Вот. Разбитые локти, на коленках шрам. Идиот! Попов, ты придурок! А ты националист?
Да, я могу кинуть Жигу спокойно, сказать, я ненавижу Чуру. Отлично. А ты к неграм также относишься, короче? Негры прикольно. Мне негры нравятся. Я люблю Аллах. Негры нравятся? У меня много есть знакомых негров. И чем они нравятся? Потому что они негры, с ним прикольно. О, какой у тебя девиз по жизни? Давай, говори. Скажи. У меня есть девиз, выхода нет только из гроба. Давай, ты говори что-нибудь. Давай, говори, У меня слышь. нет никакого движения, я просто живу просто так. Да не, ну можно. Ты ни ради чего не живешь, ты не смысла жизни? Ну, Ой, деньги. есть. Какой? Я не знаю. Но он есть. Конкретная ситуация. Я учитель. Вот у меня в классе есть ученик, который, там, например, на перемене на доске там нарисовал свастику. Да? Этот ученик, о котором было давно известно, что у него там националистический взгляд так или иначе есть. Соответственно, моя реакция как учителя. Как бы я бы что-то такое сделал, ну, скорее жесткое, но как бы, чтобы это не было перед всем классом или перед всей школой. Просто им наедине скорее. Класс! Выйдете? То есть просто там самому стереть? Нет, заставить этого очень Заставить стереть. Заставить стереть. Сотри и после Дальше не обращать никакого внимания? Почему не обращать? Сотри после урока. ко мне. В этот момент продолжать вести урок, как положено, а после него уже как-то пытаться поговорить с ним и выяснить, что такое. Из этого что-то раздувать, нарисовал, пусть сотрет все. Ага. Веня говорит, что ему очень тяжело говорить, соответственно, эти темы, потому что тяжело искать аргументы. Действительно, первый рецепт начать и понимать, по крайней мере, другую позицию, любую позицию, это действительно очень важно, мне кажется. Для меня здесь очень важное оружие еще, например, юмор. Юмор. У нас просто есть молодой человек в классе, да, там, соответственно, вот он такой, таких достаточно радикально националистических взглядов. И вот в последние дни он входил в таком унынии. Он с родителями разговаривал даже на эту тему. Я ему сказал: Эдвард, слушай, если показывал там твою страничку ВКонтакте, фотографию знакомому этнологу, он сказал, в тебе есть монгольские черты. Какие? Монгольские черты. Теперь он говорит, я спросил у папы, говорит Эдвард, на следующий день, во мне нет монгольских черт. А у мамы спросил, говорит, нет, у мамы не спросил, но точно не может быть. Говорю, каких черта, кем ты знаешь, как у тебя предки были там на 5 поколений назад, на 7 поколений назад. Очень забавный диалог. Мне кажется, вообще юмор — это такая вещь, которая тоже иногда, когда у тебя нет возможности именно глубоко отреагировать на ту ситуацию и более-менее серьезно поговорить с человеком, иногда может так или иначе помогать. Мне показался этот проект очень интересным. На самом деле он очень затратный. Здесь вроде бы всего группа небольшая, 20 человек, при этом огромное количество взрослых крутится вокруг него. Это с одной стороны. С другой стороны, этот проект — возможность и детям, не только детям, и мне в том числе, да, разобраться во многих сложных вещах и сложных процессах, которые происходят в современном мире. О том, как людям разных национальностей вместе жить в этом городе. И о том, насколько это вообще национальность важно или не важно. Упражнение, которое мы сейчас делаем, называется охота. Что вам нужно будет сделать? Я буду давать сигнал к охоте, говорить «начали». Что это означает? Что в этот момент вы должны найти человека. Либо того, который вам, скажем, вы не хотели бы застревать в лифте, либо того, кого вы меньше всего знаете. Подойти к нему и дотронуться. Тот, до кого дотронулись, тот, в общем, уже дальше охотиться не может. Вот начинается, начали. Образовалась еще одна последняя пара. Теперь каждая пара находит себе место в этом зале, или вы можете вообще выйти, в принципе, в коридор. Что вы должны будете делать? Вы должны достать будет тот листочек, на котором вы писали 10 близких людей ваших. И расскажите друг другу об этих людях. Ну, первый, что я написал, мама, папа, очевидно. Потом цветочек, потому что я там нарисовал цветочек, смотрел, я ничего придумать не мог. На третьем месяце цветочек. На первом месяце у меня мама, на втором папа,
подарить Почему маме. ты так быстро? Ну, не знаю, просто... Мама больше тебя понимает. Ну, наверное, и к тому же у меня просто в детстве мне папа очень много работал, со мной не общался почти. А вот мы с папой вот, очень странно. У меня мама, как мама, так, знаешь, заботится, может что-то сделать такое. А папа вот просто как абсолютно ровесник. Даша. Это моя подруга. Мы с ней уже сколько? 7 лет. Мы с ней 7 лет. как бы, Причем, просто мама сказала, что она не увидит меня еще как бы с зимы, не знаю, до лета, может, до июля, просто. Еще зимой, когда после в 10 классе. Но она на скорой работает, и у нее дежурство в тот день было, когда я уезжал. Ну, мы приехали с папой как бы туда, на скорую. Но он там сидел, как бы, ну, он знает, что я уезжаю в этот день. Как бы, мы все попрощались, потом папа ушел. Она так обняла. Начала плакать. Спектакль. Я не знаю, где моя родина, Москва или куда Ну, просто он... Даже лишний раз домой не хочется приезжать, чтобы, Не увидеть себя. ну, не то, что не видеть, то, что, ну, как прощаться будем, она начнет опять плакать. И... Все равно ты едешь в автобусе, она стоит и плачет. Где бы я не был. Тяжело видеть, когда мама плачет. Ладно, пойдем. А ты о себе не рассказывала? Мы бы еще с тобой здесь часа 2 плакали. Пойдем. Оксан, ты плакала, что ли? Нет. Вы так выходите. Да, понял. Мужская линия. Русская, чисто русская. Мне кажется, что Кстати, Варь, ты с Катей, тебе сказали, что ты стулья распорядилась тем, чтобы стулья нормально поставили. Угадай, какой сейчас Нет. Мы получили мощный заряд энергии. Какой энергии? Космической. А ты чем-то похожа? Что? Давай, скажи весом. Ага. мнение о человеке не поменялось так прям кардинально. А ты хотела, чтобы поменялось? Ну, не то чтобы хотела, чтобы поменялось, просто что-то чего-то большего. Не хватает чего-то. Этот разговор, ну, он действительно очень важный для меня, потому что, ну, я вообще просто ничего не знала. Откуда? Ну, то есть я знала, что из Армении, но больше вообще ничего. Все. И что знала еще 5 лет назад. Это было. Вообще все открыл, и это было очень продуктивный разговор. Очень мне. Все показывает. Я не успела рассказать о себе, но я в этом абсолютно не жалею. И мне вот на данный момент Эрнест стал ближе вообще настолько, что, я не знаю, мне даже кажется, то, что мы с ним очень похожи. Спасибо. Это что, русский марш? Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Надо всех этих черных вывести просто. И я также, я солидарна с женщиной. Я не боюсь, что вы мне покажете. И я даже с удовольствием, если вы меня покажете. Убьют меня эти черные, вы черным покажете. никто вас не Давайте. убьет. Ничего, хорошие детки, а вы за ними гоняете, бьете. Ну, спокойно, вас Полтавченко, хотя бы кулаки не распускайте. Чем вы останетесь? Скажите. На наши детки. I consider immigration as an opportunity more than a problem, because with immigration comes also many benefits, I think. It should be well developed though. The government should do something to provide help for immigrants more than trying to stop them, because it's impossible usually to stop immigration.
Понимаете, это уже отразится на поколениях, которые потом будут. Такой великий город. Разве можно отдавать... Вот я даже боюсь подобрать правильное слово, чтобы кто-то внедрялся в эти историческое такое. То есть вы считаете, что лозунг России для русских — это положительный лозунг? Ребят, я только за. Если таких было людей, как я, побольше, точно было бы, не знаю, все хорошо не забили. Свой город для себя никогда чужой не будет. Ну, сюда придем, зарабатывать, учить. Все равно здесь как бы чужое место. А когда в своем городе пойдем, так королева, король. Есть злые, есть добрые есть. Когда я улицы спрашиваю, некоторые, я не знаю. Некоторые не знаю. Вот так, давайте пойдем место, я покажу. Да, сюда. Честно, разные бывает. У нас тоже так же. Разные бывают. Вот я, например, когда улицу спрашиваю, некоторые говорят, да я не знаю. Некоторые говорят, я не знаю. А некоторые, пойдемте с нами, мы вам покажем. Ну, то есть разные бывают. И у нас тоже разные бывают. Везде разные. Как вы относитесь к людям, которые вот так говорят, что в России для русских? Негативно. Это уже, знаете, с тем же успехом, там, бананы для обезьян, холодильник для пломбира, там, шоколадно иди отсюда и тому подобное. То есть мы все жители большой планеты Земля, как бы, вот наша родина, в первую очередь. А вот эти разграничения, это все государственные, там, политические игры и тому подобное. Мы все жители одной большой планеты Земля. Используй свои руки. А вот эти надел такие дурацкие перчатки, да используй. Давай. А вот эти вот все разграничения, это все навязано государством. Ну, политические игры, так сказать. Здесь можно стать скинхедом, да, можно. Почему? Ну почему? Потому что это все время видишь, к этому невозможно привыкнуть. И вообще они пьют похлеще русского мужика на самом деле, да. Свиньи. Как вы думаете, какое будущее ждет город, если количество мигрантов Армагеддон. увеличится? Что это значит? А то есть, значит, все увидим, к этому все идет. То есть полный пессимизм. Полный. Хотя я оптимист. Это тоже весело будет. А в будущем будет Армагеддон. Ну, это значит, я уверен, к этому все идет. Полный пессимизм. Хотя я оптимист. Это тоже весело будет. Знаете, что дальше будет? Дальше будет Армагеддон. Ну, это значит, я уверен, все идет именно к этому. Скажи обязательно. Да, и вот повеселиться не хочешь. Это я должна сказать? Ну, я не знаю, просто смотри, тут идет как... Когда я жил на Василия Островской, я вышел из дома и пошел по линии. Навстречу мне шла бабушка. Поднимает она голову и говорит: езжай туда, откуда приехал. Но я посмеялся и дальше пошел. Смотрите, как красиво небо. Смотрите. А вот наша школа, ребят. Видите, она его избивает. Я его не сбиваю. А что это было тогда? В общем, все-таки ты считаешь, что он был достоин смерти? Да. Я бы сам его убил. Обоснуй. Он хач, он шавка. А почему ты позволяешь себе, там, не знаю, убить кого-то и так далее? Я понимаю, бывают всякие ситуации, там, типа изнасилования или нападения и так далее. Конечно, самосуд — это бред, но иногда это ничего так. Но просто после самосуда вы сами можете сесть по закону. Да, я знаю. Путь скинхеда как заканчивается? Смерть или тюрьма? Все, подожди. Какой вы национальности? Русский. Татарка. Полностью русский? Вверх русский. Бабушка русская, дедушка русский, мама русская, папа русский. Жили в Узбекистане.
Полностью русский? Ну как, у него только верх русский. Такой же, как у тебя, похоже, да? Нет, я татарка. Ну ладно. К людям с другими религиями ты как относишься к евреям, там, буддистам, например? Толерантный. Толерантно. Но вообще я не толерантный, но все-таки в некоторой степени. Что говорить, сравни их, как мы себя ведем на Кавказе, как они здесь себя ведут. По-моему, разница очевидна. Ну, ты просто сравни, как мы себя ведем на Кавказе и как они себя ведут здесь. Посмотри, опять сейчас говоришь, Ну ты да. сравни. Ну, Давай хорошо, вы сравните. Ну хорошо, да. Опять да. же, потому что иначе я не понимаю, с кем Вы ты разговариваешь. сравните, как мы себя ведем на Кавказе, как они себя ведут здесь. По-моему, разница очевидна. Давай, сразу. Послушайте. Послушайте. Вот. Мигрантов много, да. Вот. Я из них тоже. Вот и Я сама все. с севера. Да. В Воркута я там сидел. А теперь уже, да, весело. В Воркута я там сидел. А здесь я живу, работаю, снимаю квартиру пожизненно, да. Думаю, наверное, когда-нибудь куплю. Может, и не куплю. Ну это там такой человек, сейчас Катя не такой человек. Катя сейчас не берет человека. Сейчас мы видим Катю. Понимаете, человека-то нет. Вот нужно каким-то образом с ним сродниться, с этим текстом, так, чтобы это не была Катя. Понимаешь, да, что говорю? Вот. А чтобы это был, ну хорошо, даже если не получается сама эта девушка, но какой-то другой человек. Пусть он будет какой-то другой. Поняла, Катюш? Я работал на заводе. Вот, ночью работал, ночью... А? Издеваетесь? Давай. Чтобы она что-то рассказала, она стесняется рассказывать. А мне кажется, что в некоторые моменты Маша вступает просто потому, что она хочет более позитивный образ сделать. То есть, например, когда после того, как Михак про драку рассказал, а ты говоришь, что не-не, конфликтов-то нет, и город мне нравится. Каждый раз. По-любому. Ну, привет. Привет. Как твои дела? Да, не спрашивают меня дела. Дела, у меня потерял горло, дела. У нас сейчас есть пока проблема с Ильей. Возможно, что он уедет на премьеру, что его не будет. Вот. Но это пока еще под вопросом. У нас изначально все ребята находятся в зале. Они никак не заявлены как как актеры. Они вместе со зрителями, значит, помещаются в зал и начинают оттуда выходить. Между этюдами будет включаться камера, которая будет по зрителям ходить. Вот, соответственно, когда кто-то следующий говорит «я хочу сказать», она его проводит до сцены, потом она выключается, чтобы не мешать. То есть мы говорим о том, что вот эти истории, которые мы рассказываем, это реальные истории вот этих таких же зрителей, таких же людей, как вот, которые сидят в зале. То есть мы изначально можем показывать, приезжать видеокамеры, да, по всему зрительному залу, показывая лица этих людей. И потом вот именно из этого зала выходят люди, обычные люди, которые говорят свое мнение. Мы таким образом провоцируем и даем возможность зрителю тоже выйти на сцену. И подготавливаем психологически. Подготавливаем психологически к тому моменту, что сцена, в общем, это такое не сакральное пространство, на котором только актеры бывают, а что это открытое пространство для обсуждения. Ну, как бы идея сама по себе неплохая, но еще раз говорю о том, что в принципе это не имеет отношения к театру. И тогда всю эту историю нужно заявлять, как бы, не знаю, как некий проект, как что-то, но не называть это спектаклем, да? Потому что это не спектакль. Вот то, о чем сейчас мы говорим, это не спектакль. Мне кажется, я не знаю, может, я не права, но мне кажется, это должно быть неожиданным. То есть, как бы, люди могут прийти и совершенно не знать, что их ждет, и это должно случиться вдруг. Ты понимаешь, в такой ситуации, которую сейчас, вот, допустим, если ее задать, то обсуждение может начаться в любой момент. Это круто.
Да, это круто. Вот. И что-то, и само, что, допустим, там тобой запланировано, условно говоря, из этих монологов, из чудов там, из чего-то, может не случиться. Давайте, детям привет передавай. Хорошо, давай, спасибо, пока. Да, пока. Можно такой маленький проход? Да. Если у нас изначально будет это все сниматься, просто люди входят, уже проецируется на стену. Все это снимается. Егор все это снимает. Узбеки, Гусейн где у нас? Здесь я тоже должна переделать ему текст. Он есть же. Есть, но там нужно... Я посмотрю, по крайней мере, посмотреть, в каком виде он есть, если что он там рассказывает. Потому что у нас, оказывается, слишком много этюдов, и по-любому надо будет что-то выписывать. В принципе, 3 таких историй, наверное, хватило бы, как бы. Ну, принципиально, да. Это, конечно, грустно, но... Но тогда нам нужно националистических историй сколько у нас? Чуть лучше. Убери их куда-нибудь. А потом... Вот Да. Давайте так. Армагеддон. Байка про бабку. Да, написано про бабушку. Про бабку. Но он говорит бабка. Хорошо, про бабку. Женщина из Самарканда. Ну, там, видимо, сейчас вот пока они как узбеки. Ну, узбеки, да. Узбеки, да. Скажем так, узбеки. Сила двухпунктовая. Я элементарно один не успею все это потереть. Ладно, что я честно чувствую перед спектаклем, тем, что мне мешают лица другой национальности, отлично от меня, вот, и подготовка к спектаклю рождает во мне националистические чувства, но я же играю националистических персонажей. Один мочит хачей, бьет хачей, другой просто не любит хачей. Но я не такой. Мы за будущее России. Ну, ничего не чувствую. Ну, как вообще ничего? Ну, очень неожиданно это все. И, если честно, я не верю, что нас показ. Мне кажется, что просто обычная репетиция. Ну, у меня настольное настроение, потому что я болею, у меня температура, и я не знаю, я чувствую себя последним говном. Я хочу сказать, что сейчас я чувствую самое лучшее, что чувствовала за весь проект. Да и ничего, показ строителей. Прикольно. Профессиональный театр. Заметный мозг. Я могу говорить набор существительных. Но я, по крайней мере, если тебя интересует, волнуюсь я или нет, то я не волнуюсь. Ну как, не знаю, учитывая, что придут мои родители только, то я не особо волнуюсь. С другой стороны, незнакомые люди. Теперь есть повод для волнений. Да, я тоже хотела сказать, что ты классно все говоришь, но только ты последнее вот это вот говоришь, как будто бы само собой, ну, ты это замечил. И глотаешь, Сюда, Саш, сюда. Капитан Америка здесь. Железный человек здесь. Фантастическая четверка здесь. Все. Там. Раз, два, три. Пошли, вы еще потихонечку выходите там через акцию с зрителями, да? Нет, надо заходить. Кто здесь? Да. Спасибо. Человек обязан думать.
Может, хватит? Выключи музыку. Что не так-то? Все не так, выключи музыку. Нормальная музыка, что ты стал? Нормально. Я не понимаю, что такого-то? Что не так-то? К национальностям-то я отношусь нормально. Ну, правда, такие как чеченцы и дагестанцы мне, мягко говоря, не очень нравятся. Так получилось, что меня привели на сетевой рынок. Когда я туда пришла, для меня это было такое открытие. Я увидела там настоящих людей, тех самых, которых вы называете хачами. Уже сейчас, заходя в вагон метро, процентов 90-95 это... Вот этих вот хачей. Черных там и так далее. Хачей. Разве они виноваты? Да, они виноваты. Да, они виноваты. Что они сами сюда Приезжают специально? Да, специально сюда приезжают. В последнее время их в Питере просто до хрена. Так, ребят, извините, пожалуйста, конечно, бред какой-то несете, радуйтесь. Я тут хотела сказать, что ваши лозунги «Россия для русских» там, я вообще к этому отношусь, скажем так, ну, негативно. По-моему, это все равно, что сказать, типа, бананы для обезьян, холодильник для пломбира, вали отсюда шоколадный. Откуда у вас здесь такое берется? Ну, почему у вас здесь не может быть нормально? Давайте. Года 4 тому назад я случайно познакомился с зеленью. Я покупал часто у одного и того же мальчика. И вот этот мальчик мне сказал, что вот он из Таджикистана, и что вот его должны выслать, потому что некуда прописаться. У меня большая квартира, я ему говорю, давайте я пропишу. Вам дали кусок зелени, и вы счастливы. Вы прописали одного мигранта, довольны. Но это называется подачка, а не решение вопроса. И откуда у вас здесь такое берется? Я не понимаю, почему у вас здесь не может быть нормально? Да потому что миллионы приезжих к нам, вот поэтому у нас не могут быть нормально. Я не понимаю, почему вас колышет? Какая вам к черту разница? Что вам, грязь у вас под ногами? Я не понимаю, бьют они вас регулярно. Всем здравствуйте. Вот из нас вообще кто-нибудь, многие задумываются о том, что будет, если убрать вообще всех гастарбайтеров, мигрантов. Если убрать всех сейчас мигрантов, гастарбайтеров, то Москва остановится, встанет. Не, ну я к тому, что просто наш русский бы тоже бы пошел за 30 тысяч. Ну просто зачем брать русского за 30 тысяч, если есть тут такой представитель, который за 10? Ну, вот 30 тысяч нереально, понимаете? Не от персонажа, а от самого себя. Меня зовут Гоша. Вот ты кричишь, вот я американец или я русский. И что ты сделал? Вот чем ты гордишься? Тем, что ты вылез из мамы там на территории России или на территории США? Вы можете рассказать, откуда, вот как вы к нам попали? А как тебя зовут? Меня зовут Самик. Да. Я узбек. Бывает такое, что внутри творится обида из-за того, что мы к ним там уважение проявляем, а здесь нам никакого уважения нет. У всех есть гадкие люди, понимаете? У всех есть. У русского, у таджика, у узбека, там, не знаю, у всех есть. Гадкие есть такие. Вы уже все тут выбираете, ходите на рынок, выбираете овощи, фрукты, да? Вы же как бы выбираете самые лучшие, вы же не хотите какой-нибудь гнилой. Никто ж не выбирает гнилой. Выбирайте в человеке вот самое лучшее. Вот гнилого не выбирайте. Не смотрите на гнилое даже. Смотрите только на хорошее. Нужно вообще говорить с людьми иногда, на самом-то деле. С разными людьми. И кто-то из них вам не понравится, кто-то понравится, и в этом не будет никакой этнической подоплеки совершенно. Просто, да, какие-то овощи вы отберете как свежие, какие-то отбросите как гнилые, потому что вот вы нашли друг друга, либо не нашли.
Пока.